Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Костей Бондаренко. Он на связи. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте. Всех очень благодарим за внимание к нашим эфирам, к нашим разговорам. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на Костя Бондаренко в Телеграм и на YouTube. И, конечно, следите за 1 августа, потому что стартует курс Костя Бондаренко, интересный, и как бы всех приглашаем туда тоже. Все подробности в телеграм-канале Костя Бондаренко найдете. Константин Петрович, как бы на самом деле на этом приятности нашей встречи заканчиваются, но дело не в нас с вами, а дело в ситуации, в которую попала Украина, в которой оказался украинский народ и, собственно, политической турбулентности, с которой предлагаю начать. Вчера парламентский комитет антикоррупционный собирался, да не собрался, потому что разбежались, разъехались, попрятались депутаты. Но сегодня удалось подтвердить Зеленскому, что он таки может вертеть Верховной Радой как хочет. В общем, комитет одобрил завтрашнее голосование за президентский законопроект, который как бы вернет независимость НАБУ и САП. Получится ли, и если это произойдет, как отреагирует улица, Запад, фронт, ну и, что самое главное для всех нас, удержится ли Зеленский? Да, в отношении депутатов вспоминается старый советский анекдот. Члены Политбюро, проголосовавшие за Юрия Владимировича Андропова, могут опустить руки и отойти от стенки. Да, так что в данной ситуации это нечто похожее происходит сейчас в стенах парламента, тем более, что депутаты теперь опасаются мести со стороны НАБУ и САП. Они оказались между двух огней. И, соответственно, в этом плане они понимают, что если они проголосуют за возврат старых полномочий НАБУ и САП, их может ожидать месть. Их может ожидать расправа со стороны почувствовавших свою безнаказанность антикоррупционных структур. Тем более, что, давайте говорить откровенно, все мы чудесно понимаем, как функционирует парламент, и что депутаты получают не только одну лишь зарплату, предусмотренную законодательством, а получают разного рода конверты, лоббируют в обход законодательства целый ряд вопросов и так далее, и так далее. Так, берут деньги за определенные услуги лоббистские, и все это тщательно документируется. С другой стороны, если они не проголосуют, им уже пригрозили, по моим данным, неформально пригрозили, что они могут попасть в санкционные списки Запада, западные санкционные списки, и у них могут быть очень большие проблемы в Британии, в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах и так далее, и так далее. Всех тех государствах, которые заинтересованы в функционировании вот этих структур типа НАБУ и САП, которые являются элементами внешнего управления в Украине. Как будут реагировать депутаты? Каждый будет определяться. Скорее всего, они больше боятся Ермака и Зеленского, чем боятся НАБУ и САП сейчас. Знаете, вот буквально у меня позавчера был разговор с одним человеком, у которого его близкий родственник является депутатом «Слуг народа». И он мне так в сердцах сказал, говорит, когда он стал депутатом, я так гордился, я же столько сделал для того, чтобы он стал депутатом, чтобы он попал в список и так далее. Вот. А теперь я понимаю, что я испортил ему биографию. Так что вот это был такой частный разговор. Вот. Что касается другого аспекта, армия, я думаю, что она попросту не заметит всего того, что происходит, потому что это лежит вне сферы интересов, компетенции и так далее большинства военнослужащих. Вот. Но при этом сейчас выпущен определенный джин. Мы уже говорили с вами о том, что создан прецедент. Когда раньше говорили, что ни в коем случае, согласно закону, нельзя организовывать акции протеста в условиях военного положения.
в условиях военного положения организовали Майдан, и люди увидели, что организаторам Майдана, участникам Майдана за это ничего не было. Вот. Поэтому я думаю, что сегодня и военные, которые будут протестовать против отсутствия демобилизации в армии, и гражданские, которые будут протестовать против акций бусификации и насильственной отправки в армию людей, и прочие категории населения будут сегодня перманентно выходить на те или иные акции протеста. Ну, по поводу бусификации, знаете, это какая-то притча во языцах, она убивает буквально, вот буквально, то есть от слова убийство. Да. Сегодня сообщили, в Николаеве парень бежал, спасался от ТЦК и разбился, прыгнул с моста. Ну, мост путепроводный над дорогой, то есть не какой-то там... И вроде как, наверное, недооценил силы, понял, что не шибко высокий, решил вот так вот рискнуть, но за ним гнались. Это прямое... Ну, это ужас, конечно, то, что произошло. И на самом деле вот смерть за смертью, там то беременные женщины дерутся с военкомами, отбивая своих мужчин. Это вот, конечно, градус только нарастает. Как бы там ни шельмовали и ни клеймили российскими шпионами всех этих людей. Но у меня такой глупый вопрос на самом деле. Константин Петрович, а почему не сказали, что вот эти все студенты, это гнездо Соросова, что они агенты Кремля? И так начали уважать протест общества. Некоторые депутаты из «Слуг народа» даже начали писать посты об этом. Что это все, по их данным, Нарышкин, служба внешней разведки все это затеяли. Они вбросили большие деньги для того, чтобы дискредитировать украинскую власть. А потом начали подтирать эти посты на следующий день. Очевидно, поступила команда из офиса президента, что не позорьтесь. Потому что были попытки объявить, что это все организовал Нарышкин. Это все придумал Черчилль в 2018 году. Так что... Нарышкин разразился другой информацией. Альпийская встреча Ермака, Буданова, собственно, с Залужным и сговор с британцами, как заменить Зеленского. Насколько эта информация вообще в принципе релевантна? А если это, ну, скажем так, специально вброшенная информация, то зачем? Вы понимаете, воспользовались одним моментом, что Ермак и Буданов действительно покидали пределы Украины. Но они покидали их в разных направлениях. Это первый момент. Второй момент, я уже писал в своем телеграм-канале о том, что я не верю в эту информацию по нескольким причинам. Представить себе, что Ермак и Буданов встречаются с неким представителем неких западных разведок там, или каких-то спецслужб и получают определенную информацию, говоря, что вот надо Зеленского заменить на Залужного, и соглашаются дружно, но это, в принципе, за гранью фантастики. Учитывая отношения между Будановым и Ермаком, учитывая их конкурентность политическую, они бы, первое, что они бы сделали, только бы пожали руку этому неведомому представителю спецслужб, они бы первым делом кинулись бы к телефонам, кто первым позвонит Зеленскому и расскажет ему, настучит на своего визави. Что это первое. Второй момент. Менять шило на мыло, Зеленского на Залужного, с сохранением всей вертикали, в принципе. Но это, в принципе, возникает вопрос, а зачем? Тем более, что Залужный, как и Зеленский, ориентирован на Британию. Тем более, что Залужного не особо жалуют в Соединенных Штатах, не особо видят его в Соединенных Штатах, именно потому что у него британские корни. Залужный настолько же компетентен в политической системе государственного управления, как и Зеленский. Дутая фигура, в принципе, дутая фигура, без каких-либо действительно заслуг реальных, попросту создали миф на голом месте. Плюс многие задаются вопросом, а кого приведет с собой Залужный во власть? Пашинских, прочих, кого там, Кумовей и прочее. Это фактически будет частичное повторение Ющенкианы в украинской политике. Так что. И третий вопрос, который возникает. А механизм приведения? То есть Буданов и Ермак должны организовать государственный переворот? Или они должны
там убедить Зеленского уйти со своего поста, или же там каким-то образом, не знаю, арестовать Зеленского, что ли. Вот. После этого же необходимо будет создать видимость демократического процесса. Украина же должна быть демократической страной, вроде бы с демократическими процедурами в глазах общественности. Вот. Я демократическое говорю в кавычках, сразу же предупреждаю. Вот. Но процедура должна быть соблюдена, то есть Верховная Рада, там, Стефанчук или кто там будет в кресле Стефанчука, как исполняющий обязанности президента, объявление выборов, проведение выборов, после проведения выборов, инаугурация и так далее, и так далее. Но это же пройдет определенное количество времени. Пройдет несколько месяцев, даже до полугода может пройти. Ну, так себе процедура инсталляции того же Залужного. Так что я думаю, что, скорее всего, мы имеем дело с определенной газетной уткой, с определенным фейком, фейковой информацией. Вот если какие-то встречи и происходят, то, скорее всего, это по линии Ми-6 встречаются с Ермаком и обсуждают какие-то вещи. По линии там, ЦРУ и РУМО Соединенных Штатов встречаются с Будановым, тоже обсуждают какие-то вещи. Буданов и Ермак категорически не доверяют друг другу. Категорически. Вот. И в этом отношении сама постановка вопроса, что Ермака и Буданова пригласили, начали с ними так откровенно говорить, и потом буквально через 5 минут об этом стало известно Нарышкину. Но это где-то за гранью фантастики. Но, погодите, есть разведпризнаки. Материал в журнале Vogue. 10 пунктов Залужного об идентичности. Что скажете? Мощно? Потужно? Как для пробного шара некой предвыборной программы? Я понимаю журнал Vogue. Вот. Я понимаю пиарщиков Залужного. Я понимаю, что Залужный говорит, что надо что-то делать. Приходят к ему его пиарщики и говорят: вы знаете, Валерий Федорович, классная вещь есть. Есть журнал Vogue. Вот, давайте мы, вот если мы про вас там напишем или там вашу статью опубликуем, фоторепортаж и все прочее, все женщины ваши, вот, по крайней мере, в пределах там Новопечерских липок или там или нескольких других, или там Кончи-Заспы, где читают журнал Vogue. Вот. И Валерий Федорович идет на фотосессию. У него, наверное, есть очень много времени, потому что фотосессия обычно занимает не 5 минут, не 15 минут. Вот, обычно это дело, которое занимает несколько часов. И это по-хорошему несколько часов. Вот, поэтому платятся деньги журналу Vogue за рекламу фактически и прочее, прочее, прочее. То есть другой вопрос: а зачем это Залужному? Я понимаю, зачем это редакции, зачем это пиарщикам Залужного. Каждый заработал свое. Ну, он хочет стать президентом. Все же Я понимаю, ясно, как белый извините, день. пожалуйста, но не журнал Vogue. Читатели журнала Vogue на 90% это люди, которые не ходят голосовать. А те, кто не читает журнал Vogue, которые посмотрели вот эти вот черно-белые фото и так далее, с такой умилительной улыбкой или же там прислонившись к двери, так, гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку, да, по Пастернаку. Так вот, это, я думаю, что они попросту плевались, когда смотрели на эти фото. Если он хотел от себя оттолкнуть своего избирателя, да, он вот лучшей подачи не было. Вот один из экспертов даже писал, говорит: я не удивлюсь, если это спецразработка Ермака. Зеленский прочно сидит на троне? А сегодня в Украине, Украина государство третьего мира, государство с крайне надежной основой государственного управления, государственной структуры и так далее, никто не может похвастаться тем, что он мощно сидит на своем троне, потужно сидит на своем троне. Да, так это никто не может. Тем более, что Зеленский 1,5 года назад заменил свою охрану. Поменял свою охрану, охраняют его теперь не украинские, не украинское ДСО, а вот охраняет британцы. Вот. Как любит говорить один мой знакомый, вот, что охрана от
да, охрана от караула или от конвоя. Охрана от конвоя отличается только поставленными задачами. Когда Трамп запускает обратный отсчет своего 10-дневного ультиматума, это было вчера вечером по нашему времени, соответственно, мы понимаем, что осталось 9 дней, мне кажется, что эксперты вообще, ну, как бы даже тут не нужны. Ну, они все на перебой говорят, ну, ребята, ну, хорошо, ну, вводите санкции. Да. То есть и вторичное вводите, ну, это же себе дороже. И выдают очень много выкладок, да, за последние сутки у нас, ну, появилось. Что вы думаете об этом политическом решении? Зачем Трамп сказал то, что он сказал? Я согласен с моими коллегами. Вот, я не буду изобретать велосипед, я просто согласен с теми моими коллегами, которые считают, что это ход Трампа, такая себе попытка надавить на Китай. Вот, в ходе переговоров, сейчас происходят переговоры между китайской и американской делегациями в Стокгольме, вот, где обсуждаются вопросы тарифной политики взаимной. И понятное дело, когда Трамп говорит, а мы через 10 дней введем пошлины, там, 100% пошлины на все нефтепродукты, российские нефтепродукты для всех тех, кто, и вообще на энергоресурсы, для тех, кто будет торговать российскими или же потреблять российские энергопродукты. Вот. И, соответственно, они понимают, что Китай потребляет значительную часть российской нефти, российского газа. Китай, Индия. И поэтому это как бы такой себе шах вот в такой большой шахматной комбинации Соединенных Штатов не относительно России, а относительно Китая и Индии. Вот. Пытаются создать определенные угрозы. Вот. Но сегодня уже поступила информация, что Китай заявил о том, что они не будут торговать своим суверенитетом, и они готовы к введению 100% пошлин, если они будут введены. Тем более, что Китай тоже умеет считать, и они понимают, что это может ударить по Соединенным Штатам. Очень интересная информация, кстати, которую я думаю, она требует еще своего подтверждения, что Соединенные Штаты одной рукой якобы там подписывают эти санкции или же угрожают этими санкциями, а другой ведут тайные переговоры с Россией относительно закупок российского газа, который будет поставляться в Европу как американский. Очень простой момент. Соединенные Штаты подписали огромное количество контрактов относительно поставок газа. Этого объема газа у Соединенных Штатов попросту нет физически. Вот. У России есть сейчас излишек. 60 миллиардов кубометров газа, которые она готова продавать. Вот. Соединенные Штаты в этом заинтересованы. Покупается газ у России теоретически. Пока что это как схема. И поставляется уже как американский, по ценам, которые определены для Европейского Союза, для европейского потребителя, в Европу. Вопрос, на Европу тогда или на Соединенные Штаты, если они будут закупать российские энергоносители, будут распространяться санкции? Или же будут распространяться только на тех, кто будет закупать нефть и нефтепродукты? Которые для Соединенных Штатов сейчас не настолько критично покупать у России и так далее. То есть есть очень-очень много вопросов в этом. И пока что все напоминает то, что сейчас попросту Трамп пытается использовать любые ходы, любые обещания, любые заявления для того, чтобы улучшить переговорные позиции в переговорах, в экономических, в торговых переговорах с Китаем и Индией. Ну, пройдут 10 дней, что будет? Всегда можно сказать, мы поговорили по телефону с Путиным, меня удовлетворила позиция. Я вижу, что он на правильном пути, хороша его дорога, стал на путь исправления. Мы даем еще 10 дней, а потом еще 10. В это время на фронте худо. CNN пишет о том, что вообще врут о состоянии и положении дел на передовой. Врут, как дышат. Причем солдаты говорят, что, в общем, к власти в Украине не доходит реальная информация. Народ тоже ничего не знает. Армия ничего не знает про народ, народ про армию. Это все разделили,
как бы растянули. И сегодня приходят такие, ну, где-то, ну, давайте так, жутковатые кадры. Значит, вчера ГУР Министерства обороны, будановцы, да, они показывали, там сразу несколько видео вышло. Одно видео, как украинский дрон сидит в траве и ждет, когда там пройдут российские войска и атакуют их. Второе видео о том, как произошла высадка на Тендровской косе. Ну, это Николаев, там вот это, скажем так, вот эти косы, да, там Кинбургская, Тендровская. Вообще курортное место на самом деле. Я помню, как приезжали туда в Очаков, отдыхали на Черном море, и были экскурсии на Тендровскую, на Кинбургскую косу, а теперь это, ну, военный объект. И вот на экскурсию поехали гуровцы, там положили, по крайней мере так утверждается, да, там положили какое-то количество россиян, взорвали РЛС, в общем, молодцы. Но что дальше и что, к чему это привело, вопросы, как бы вопросы и вопросы. Сегодня показывают абсолютно другую, противоположную картину уже с российской стороны. Выходит Рогозин и дает подробности. Антоновский мост – это, ну, условная переправа через Днепр к Херсону. Этот Антоновский мост у всех на слуху, потому что все поняли, что это за объект, когда впервые ложились хаймарсы, вот эти новые, свежие, которые, оказывается, ничего себе, такое мощное оружие, ложились точно по этому мосту, лупили. И сейчас на этом мосту российский флаг. Рогозин сообщил, что по какому-то техническому туннелю из него выбили ВСУ, и теперь там на самом полотне российский флаг. Это прямо указывает, понятное дело, на то, что, ну, на фронте не все хорошо. И с пиар-составляющей хорошо и с одной, и с другой стороны. Но на земле ситуация плачевная. Почему сейчас, ну, затихла любая информация о фронте? Видите, Почему неинтересно? Нет, информация поступает, но она очень противоречивая, вы об этом сказали. Это первое. Каждая сторона сегодня преувеличивает свои возможности или же свои победы и преуменьшает там возможности противника. Вот. Если слушать украинский генштаб, вот, в России уже не осталось людей, наверное, попросту. Уже уничтожили всех, кого можно. Там остались только Путин, Шойгу и Кириенко. Вот все. Всех остальных уже положили, убили, все, никого нет больше в России. Вот. Каждый день 1054 человека, 1500 уничтожили и так далее. Но, знаете, это понятное дело, что в условиях войны это, как, знаете, как определенная информация в пропагандистском плане, она оправдана. Вот. Ну, нет сегодня таких потерь. Даже если принимать во внимание совокупно раненых и убитых, ну, нету таких потерь ни с одной, ни с другой стороны. Другая сторона, все, значит, украинская армия посыпалась, и уже второй год говорят о том, что она посыпалась, и вот-вот сейчас она побежит. Вот. Не бежит. То есть, понятное дело, что истина где-то посередине. Истина посередине, и, соответственно, ни одна сторона, сегодня клинч фактически, ни одна сторона не может продемонстрировать именно очевидный успех. Потому что, знаете, даже с российской стороны, если берут там по одному-два села вот, в день, то так можно воевать годами, десятилетиями в целом. Но этот клич, понятное дело, рано или поздно закончится. Рано или поздно. Украинская сторона надеется, а вот нам сейчас еще какое-нибудь чудо-оружие подбросит с Запада, а вот нам дадут еще немного денег, и мы где-то прорвемся, и вот так вот пойдем прямо вот именно клином будем вышибать, значит, врага. Вот. Российская армия тоже надеется на то, что а вот сейчас еще чуть-чуть, вот, и сейчас украинские войска дрогнут, начнут бежать до Днепра, а там дальше и вообще до Львова, до Ужгорода, вот, погоним. Тоже. Ну, понятное дело, что это такие себе фантазии, которые не имеют под собой никакого основания. А где-то там, вот где-то и на Банковой, и в Кремле начинают как раз именно вести дискуссии, и эти отголоски этих дискуссий сейчас выливаются и в средства массовой информации частично, и где-то как инсайды существуют так, относительно того, что начинают думать, каким образом вот можно создать и для одной, и для другой стороны концепцию победы.
Вот. В любой момент Россия может заявить, что мы победили. Вот территория, вот Азовское море, вот, значит, мы стоим на новых позициях, у нас новые субъекты федерации, значит, мы победили. Запад посрамлен, мы же воевали не с Украиной, мы воевали с Западом, Запад истощен, вот мы, победа за нами. Украинское руководство тоже может в любой момент сказать, что мы отстояли государственность, ну, потеряли там территорию, они и так, в принципе, голосовали всегда то за коммунистов, то за партию регионов, так что потеряли и знаете, по принципу эзоповой лисы, виноград зелен. Вот, так что вот зато мы сохранили выход к Черному морю, сохранили свои порты на Черном море, вот, и, соответственно, мы теперь, и перед нами есть дорога в Европейский Союз. Ну что не в НАТО. Вот. В Европейский Союз лет через 15, может быть, нас там примут. Вот. А НАТО так оно не показало своей какой-то эффективности. Вот. Так что каждая сторона может, в принципе, сейчас показать свой образ победы, откорректировать свой образ победы и, в принципе, могут остановить войну и те, и другие. Да, я понимаю, после каждой нашей программы пишут там горячие головы, которых в России аж 19-21%, вот, согласно социологическим данным. Да что вы там, пока не уничтожим Украину, пока не дойдем, пока Гидру не уничтожим, вот никакого перемирия. Ну, думайте так дальше. И точно так же в Украине существует немножко большее количество, более 30%. Вот пока мы Кубань не присоединим, пока вот по Москве наши танки не проедут, до тех пор мы не успокоимся. Тоже думайте так дальше. Истина и реальная политика будет лежать в совершенно другой плоскости. Ну, мы вот по поводу истинной и реальной политики, все-таки как расценивать слова Эрдогана о накрытом столе переговоров? Как одна из форм, вот, потому что Эрдоган предлагает фактически и Украине, и России сесть за стол переговоров именно в Турции. Эрдоган очень хотел бы, чтобы именно Турция была той площадкой, на которой Путин и Зеленский будут обсуждать будущий мир. Вот. При этом рабочая версия, что все-таки встреча состоится в Китае. В принципе, во время празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Но Зеленский при поддержке европейских политиков очень хочет, чтобы именно европейцы выступили как бы арбитрами. Вот что встречаются Путин, Эрдоган и Зеленский. Вот, и Эрдоган с европейскими лидерами приглашают Трампа. Трамп не приезжает, но они сами решают вопрос мира. Вот. Понятное дело, Путин не дал свое добро на подобного рода приезд. Хотя Эрдоган с ним говорил по телефону, был разговор, и пока что рабочая версия, что Путин все-таки поедет в Китай. Трамп хотел бы, чтобы была встреча, на которой были бы присутствовали Путин, Си Цзиньпин, Трамп и Зеленский. Зеленскому подобного рода приглашение уже поступило, чтобы эта встреча состоялась в самом начале сентября. Зеленский сказал про конец августа, чтобы хотя бы на несколько дней, но опередить практически ту дату, которая предлагается сегодня Россией, Соединенными Штатами, Китаем. Для того, чтобы состав арбитров немножко поменялся. Ну, просто понимаете, когда Трамп говорит, санкции могут сработать, а могут и нет, да. Ну, конечно. Это как блондинка сказал, и крокодил. И раньше говорил, что ему Мелания каждый день говорит, какие бедные украинцы, которых там так нещадно эксплуатирует, убивает Путин. А вчера вдруг говорит, да нет, Мелания так любит Путина, она так восхищается Путиным. Ну, смотрите, это еще один повод не воспринимать Трампа серьезно. Нет, я бы воспринимал Трампа серьезно, просто заявление Трампа не стоит воспринимать за чистую монету. Трамп создает определенные качели, волны и так далее, как хотите это называйте. Вот он как бизнесмен, он понимает, что необходимо максимально там напустить тумана. Вот. Чтобы каждый там искал некие смыслы, в то время как реальные смыслы не озвучиваются. Вот. Это его тактика. Он эту тактику использует постоянно против любого оппонента, будь то
Камала Харрис, будь то там Китай или там Си Цзиньпин, будь то Путин, будь то кто угодно. Вот. Что на уме у Трампа, знает только Трамп. Немцы, министр финансов сделал объявление, ну, он презентовал бюджет на 26 год и говорит, там, со следующего года 9 миллиардов в год евро будет идти на Украину. Вообще, если честно, так вот, если разобраться и посмотреть на сделку Трампа и Урсулы, да, и вообще роль лидеров стран в Европейском Союзе, а не только там представителей Еврокомиссии, да, Да. то возникает вот прям серьезный вопрос. Так, а Европа не порвется и энергоресурсы Вот оплачивать, и войну? да. В том-то и дело. В том-то и дело. Вы знаете, что 5% ВВП будет в Германии теперь идти на НАТО. Вот. На НАТО. Ну, хорошо, у Германии ВВП, так, значит, это по результатам прошлого года, это было почти 6 триллионов, да, долларов. Вот. Но идет на НАТО, плюс еще 9 миллиардов будут идти в Украину, плюс еще, очевидно, на какие-то финансовые, на финансовую поддержку, не только военную и так далее. И вопрос тогда, знаете, если вспомнить слова Маргарет Тэтчер, что нет государственных денег, никаких государственных денег не существует, существуют деньги налогоплательщиков. Вопрос, как к этому отнесутся налогоплательщики? Вы понимаете, что каждое подобное заявление – это минус к христианско-демократической партии, к социал-демократической партии. Минус в их копилку, потому что они сегодня несут ответственность за действия коалиции. И они чудесно понимают, что любое подобное заявление просто приведет к росту популярности той же альтернативы для Германии, которые постоянно говорят, а мы предупреждали, а мы говорили и прочее. Ну, знаете, у бюргеров своя система, они умеют считать каждую копейку, и они очень тщательно относятся к тому, куда тратятся их деньги. Ну, так сразу и не скажешь, Константин Петрович. Ну, Нет, так. почему? Вы смотрите, более миллиона человек, почти 1,2 миллиона сегодня украинцев находятся в Германии. Из них 75% на социале, почти 80%. Получают там своих, там, сколько, почти под 800 евро ежемесячно. Понимаете, они уже начинают говорить о том, что давайте мужчин призывного возраста снимем с социала. Пусть либо работают, либо возвращаются в Украину защищать страну. Это уже немцы понимают этот вопрос. Ну, то есть понятно, что денег не хватает. Ну, а тут еще, а давайте еще с барского плеча еще 9 миллиардов. А давайте еще на НАТО увеличим расходы. А давайте еще там некоторые заместим статьи, которые сейчас не могут ни Британия, ни Соединенные Штаты. Не хотят. А давайте автогиганты переедут в США. И это тоже, да. Так что и в этой ситуации как раз я думаю, что подобного рода заявления, их стоит воспринимать исключительно как политические заявления, которые вряд ли могут воплотиться. Вы знаете, сколько Европа, европейские государства на протяжении войны обещали Украине огромные средства. А потом, когда подходило время, говорили, не сейчас. А давайте мы это размажем по тарелочке, там, скажем, на длительное время. А давайте мы подождем. А сейчас вообще не будем давать Украине ничего, потому что Украина там произвол демонстрирует относительно НАБУ и САП. Вот, когда восстановится демократия, тогда. Вот, то есть разного рода отмазки для того, чтобы Украина не получала эти деньги, которые были обещаны. Кто сейчас пытается и заинтересован в смене Зеленского? Европа, Америка, Россия? Да, на самом деле, мне кажется, что пока что смена Зеленского – это только там, такая себе страшилка для Зеленского. Через разного рода механизмы, такие как размещение материалов в западных СМИ, вот, а есть система там, через определенные лоббистские структуры, там, джинса, откровенная джинса, которой последние две недели вот было такое количество. Подождите, а в чем джинса? В том, что Ермак закручивает гайки, в том, что санкции конечно, вводит, в том, конечно, что телемарафон.
чем Вы Женса? думаете, что на самом деле это, что европейские издания или же мировые издания так интересует Ермак, что они вдруг одномоментно начали каждый день фактически там, на перегонки публиковать статьи про Ермака. Вот. Да они давно знают, кто такой Ермак. Они давно знают, что такое Украина, украинская власть. Вот. Они очень хорошо знают цену украинской власти, Зеленскому, Ермаку и всем, кто там рядом. Вот. Очень хорошо знают. А тут вдруг открытие. Вот каждый день открываете 2-3 публикации. Ермак, 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 Ермак. Вот. Понятное дело, что это все как бы одна спланированная кампания. Планированная кампания. Я очень хорошо знаю, что западные средства массовой информации есть цена вопроса, при котором можно опубликовать любую статью, если Кому это нет выгодно? политического решения относительно блоков, политических блоков на ту или иную фамилию или на то или иное явление. Вот. Ну нет, смотрите, я вот здесь просто не то, что там с вами пытаюсь спорить, хотя можно и поспорить. Женса как раз была вот эта вся мантра о том, что какое европейское государство Украина, как они выполняют все на свете. Можно я вас перебью? Дело в том, что и тогда, и сейчас одни и те же люди просто размещают просто кардинально противоположные материалы. Зачем? А потому что в одно время эти люди были приближены к власти. Один из олигархов, который больше любит сидеть в Лондоне, чем в Украине. Вот. Он фактически размещал про то, что Зеленский гений, Зеленский Черчилль там, нашей эры, там, что Ермак гениальнейший менеджер и прочее. Вот. Это он, в принципе, размещал. А потом вот, он же попал в опалу определенную опалу, и понимая, что его политические партнеры, его политические друзья и так далее сегодня недовольны Зеленским, вот, недовольны действиями относительно НАБУ, относительно всех этих там соросят и прочее, он просто сейчас же развернулся на 180 градусов, не на 360, как Анна-Лена Бербок, на 180 градусов. И сейчас вот практически в тех же средствах массовой информации начинает проплачивать публикации относительно того, что вот, есть, значит, проблемы с демократией в Украине, что Зеленский диктатор, что Ермак, там, значит, едва ли не член семьи Зеленского, так, и так далее. Такие. Константин Петрович, что вы, как человек, написавший биографию Зеленского, дополняющаяся, скажем так, биография, там есть переиздание Джокера, Да. Что вы скажете об этой истории с пленками, с дружбой настолько тесной Чернышова, Миндича, Ермака, Зеленского, что они там себе дворцы рядышком отгрохали во время войны? И ничего странного. И как вам кажется, вот все-таки, вот это окружение, вот это, ну, там, с Чернышовым, например, набушники сегодня рассказали, что он, когда был в «Нафтогазе», своим там домработницам, охране, должности выписывал с зарплатой по 300 тысяч гривен. Ну, понятно, что, наверное, они получали там какую-то сумму, остальное ему заносили, да, ну, это дело такое, да, но тем не менее, то есть уже конкретные дела. Но пленок мы до сих пор не слышали. Услышим ли какие-то компроматы? Так, извините, у нас практически едва ли не все высокопоставленные люди, своих домработниц, водителей и так далее, устраивали на государственные какие-то должности и выписывали ими премии, зарплаты и прочее. То есть это абсолютная норма считалась в Украине, причем это менялись президенты, не менялась практика. То есть я знаю таких случаев десятки. Десятки я лично знаю таких случаев. Ну, вот, что касается Чернышова, Миндича, ну, извините, только ленивый не знал, что Чернышов – это ставленник Миндича во власти. Миндич продвигал Чернышова и на должность губернатора Киевской области, главы областной государственной администрации, извините, давайте называть правильно должности, и на министерские должности, и в «Нафтогаз» и прочее. То, что Миндич – это кошелек Зеленского, который пытался, кстати, еще летом 2019 года выстраивать систему отношений Зеленского с Россией,
пытался, но очень неудачно, вот, через свою покойную тещу и так далее. Это тоже абсолютно все чудесно знали. И, соответственно, в этом отношении Минич очень близок. Очень близок как к Коломойскому, с одной стороны, так, с другой стороны, к Зеленскому. Вот. Ну, а что касается там, домов и прочее, я думаю, что украинские спецслужбы очень хорошо знали о том, кто кому покупает какие и на кого оформляет какую недвижимость. Вот, слона сложно не заметить. Вот. И ждали просто времени, определенного времени, когда можно взять, вызвать Бикуса, например, сказать: вот тебе папочка, озвучь, пожалуйста. Мгм. Ага. Каким образом, ввиду этого, выглядит тогда заявление вот этой, ну, как это, поборницы с коррупцией Калинюк? Она делает очень интересное заявление, которое, вот, я считаю, нужно обсудить. Говорит, что значит, Зеленский и Ермак, чтобы удержаться у власти, готовы переметнуться вообще к России, удовлетворить все условия и, собственно, лишь бы трон не шатало. Вы знаете, несколько лет назад, перед самой войной, точно такие же распускались слухи, вот, что Ахметов готов перекинуться к России. Перед этим, буквально за полгода перед этим, мне рассказывали: вот Коломойский ищет пути, каким образом перекинуться в Россию, вот, слить там Зеленского и так далее. На самом деле эти страшилки, вот, в условиях, когда у нас Россию превратили в абсолютное зло не только военного характера, вот, но и зло, от которого зависит все. Не вовремя пошедший дождь, не вовремя наступившая засуха и прочее. Вот в этих условиях, вот, если кого-то надо дискредитировать, у нас сразу же достают российский фактор. Вот, он сотрудничал с Россией, он собирался там, или собирается перекинуться к России, у него российский паспорт, у него жена русская, дома разговаривает на русском языке и прочее. То есть это все считается компрометирующими материалами. У нас, кстати, на прошлой неделе уже даже заявили о том, что саранча, которая появилась в Запорожской области, это все козни Рука России. Кремля, да. Да, рука Кремля, да. То есть у нас все. Поэтому я думаю, что Калинюк тоже в условиях, когда идет это противостояние, сказать: а еще они, вот понимаете, еще они хотят переметнуться в Россию. Но вы же понимаете, что в эту игру просто можно играть вдвоем, называя, ну, условно, там, рукой Кремля и одних, и других. Понимаете, это такая... Да вы знаете, я не удивлюсь, если завтра вдруг Зеленский обнародует вот какие-то пленки, на которых Калинюк там общается лично с Путиным, передает привет Алине Кабаевой и так далее, спрашивает, как здоровье Медведева, вот, и так далее. Вот. Или же, что Шабунина покажет, что у Шабунина апартаменты прямо на Тверской в Москве там, и так далее. Вот. Я не удивлюсь этому. Ну, просто пинг-понг такой. И каждая сторона пытается представить вот таким абсолютным злом именно Россию. Что каждый из них работает на Россию. Понимаете, вот это как бы настолько достало, потому что методы-то не меняются. Ну, вот, Абсолютно не например, там, меняется. это там агенты влияния России, все, закрываем. Там, церковь, не знаю, там, партию, еще что-то, то есть все, вот именем как бы борьбы с Российской Федерацией вот это все происходит. Даже сегодняшний митинг, вот он вечером, пишет депутат Дмитрий Черный. Россия может устроить теракт на митинге в поддержку НАБУ, чтобы обвинить в нем украинскую власть, говорит «Слуга народа». Он призывает вместе с этим МВД и СБУ рамки установить металлоискатели, проводить поверхностный досмотр участников. Сегодня ожидается гранд-митинг, перед завтрашним голосованием. Слушайте, а как это все увязывается? Я думаю, этого недостаточно. Всю неделю митинговали, Россия даже дрон не запустила никакой. Ждали, пока я думаю, что разогнется. этого недостаточно. Этого недостаточно. Надо еще обязательно собрать у всех паспортные данные, вот во избежание того, что вот посмотреть не русские же паспорта у этих людей, переписать всех и взять материалы ДНК. Вот. То есть биоматериалы взять у каждого для того, чтобы идентифицировать их. Вот. Только после этого можно быть уверенным в том, что митинг пройдет демократично и точно не будет российского вмешательства. Ну, понимаете, степень абсурда.
степень абсурда, с которым приходится Ну, это сталкиваться. степень нет, это степень страха, Константин Петрович. Я понимаю, но и абсурд иногда вот именно является определенным, именно абсурдное поведение является реакцией на страх или же на растерянность. Да, у власти есть растерянность, но у оппонента власти нет сегодня силы для того, чтобы свергнуть эту власть. Ну, в принципе, это логично и как бы косвенно указывает вот этот, ну, эта информация СВР о встрече на Альпийском курорте. Да. Это как бы ткнули носом оппозиционеров так называемых, вот этих Порошенок, Кличко, там, Тимошенок и так далее, что а вы ничего не можете. Да. Ждете завтра сюрпризов каких-то? Вы знаете, ну, сюрпризы обычно не ждут. Сюрпризы они на то и сюрпризы, чтобы приходить неожиданно. Будут сюрпризы, будем рады. Главное, чтобы это были позитивные сюрпризы. Например, кто-то отвлекся от власти. Подождите, тут непонятно. Тут вообще непонятно. Смотрите, ну вот, если Нет. проголосуют завтра законопроект, ну, как бы... Нет, если это сюрпризы в виде разного рода провокаций с большим количеством жертв, вот, не дай бог. Я говорю про положительные сюрпризы, которые ведут к положительным изменениям в обществе. А есть такие? Не, я говорю, что если они случатся, вы знаете, есть такие положительные изменения. Ну, а в том-то и дело, что пока не было. Мы же говорим про сюрпризы. Смотрите, о каком положении вообще в принципе? Вот сейчас мы подходим к такой точке, что я вот тоже долго думал, ну вот если, допустим, брать этот, ну, фортель Зеленского, да, когда он сдал назад, хорошо, проголосуют. Ну, а как это положительным образом скажется? Деньги будут давать. На самом деле не в том смысле, что будут, не будут. На самом деле снова восстанавливается двоевластие, снова внешнее управление плюс наша внутренняя система управленческая начнут сосуществовать вместе. Это не сюрприз. Вот. Я имею в виду, что в данной ситуации вот, восстановление этого двоевластия и то, что народ все-таки вышел, пусть за деньги, пусть кто-то там из каких-то других убеждений, не понимая, за что они выходят и прочее, вот, но все-таки вышли, это показывает, что власть хотя бы ситуативно, но ослаблена. Власть ослабилась. Власть начнет сейчас поиск виноватых в этой ситуации. Начнутся определенные кадровые чистки. Кадровые чистки могут привести к тому, что не стрелочники какие-то будут найдены, а именно посыпется сама нынешняя управленческая структура, что приведет, в принципе, к внутренним определенным конфликтам во власти, неприкрытым уже конфликтом, не там в стиле там, интриг мадридского двора, а уже открыто. И это может привести в целом к падению нынешней власти. Это длительный процесс, понятное дело, не процесс одного дня, но главное, чтобы вот те, кого завтра будут восстанавливать в правах, чтобы они не стали реальными хозяевами ситуации в стране. Ну, вы подтверждаете ваш неделю назад данный прогноз о том, что американцы, как бы сказали Зеленскому, значит, делай все, что хочешь внутри, с европейцами там разбирайся, делай, что хочешь. Главное там внешний трек. Внешний трек нам оставляешь, и все. Да. То есть внешняя политика у нас подчинена. Американцы все, что им надо было от Украины во внутреннем плане, они взяли, они получили. Вот. Что касается оборонной сферы, мы готовы помогать, но за деньги. Ваши деньги, значит, утром деньги, вечером стулья. Вот. И так далее. Вот. Все, что касается там, войны и мира, разбирайтесь со своими вот этими коллегами, но нам важно, вот, чтобы Трампу был обеспечен еще один мирный кейс. Так у него уже и мирные кейсы уводят. Он сказал, что у него уже 5 мирных кейсов, я насчитал 3, правда, но в целом ему нужны мирные кейсы, он должен показать свою эффективность как миротворца, что при нем конфликты, а пока что не основные конфликты решаются. Камбоджийско-таиландский, индо-пакистанский. Камбоджийско-таиландский, подождите, это же классика, как китайцы увели из-под носа. Да, но Трамп себе уже записал это.
Так Трамп уже, записал, не записал, но там они приехали, да, встретились на троих в да, но Трамп Камбодже. уже записал себе это в актив. Он уже сказал, я 5 конфликтов за этот год уже разрулил. Я упоминал эту историю с ну, вот этим парнем в Николаеве, который убегал от ТЦК и погиб, ну, прыгнул с моста во время того, когда убегал. Сегодня Шмыгаль делает умопомрачительное заявление. Шмыгаль – это министр обороны теперь. Да. Значит, на сегодняшний день мобилизация идет по плану. СМИ показывают лишь этот небольшой скандальный процент. На самом деле 90% мобилизации – это осознанное решение украинцев. Это конституционный долг гражданина. Без работы ТЦК мы бы давно проиграли войну. Украина платит зарплату военным из собственных налогов. Если мы сможем собрать больше налогов, мы сможем платить более высокие зарплаты, сообщил Шмыгаль. Прокомментируйте это, и почему-то вообще не вяжется с заявлением Зеленского о том, что мы будем просить Евросоюз дополнительное финансирование на зарплаты. Ну и 90% добровольцев, это, конечно, очень круто, потужно звучит, но это не так. Ровно так же, как и с заявлением по поводу, если бы не было ТЦК, мы бы проиграли войну. Ну, Шмыгаль на протяжении 5 лет в своем кресле премьера играл роль такого наивного единорога, значит, который оторван от реалий, который абсолютно какие-то фантастические планы, фантастические прожекты какие-то там рисовал. Мне кажется, что он пересел в новое кресло, но остался точно так же наивным единорогом. По крайней мере, играет такую роль. Нет, смотрите, Шмыгаль, получается, система людоловов и ТЦКшников Да. обрела себе нового, защитника, покровителя. Вы понимаете, дело в том, что если вот в день, например, или в месяц мобилизуют 30 тысяч человек, а только 3 тысячи фактов задержания попадают в сеть, то он говорит, так все нормально, значит, только 10% нарушений. Остальные что не попали, значит, все нормально. Значит, это добровольно было, если не попали там эти самые 90% остальных фактов произвола. Логика такая. Все, что вы не зафиксировали, значит, все законно. Примечательно, но вообще проблему ТЦК старались, скажем так, избегать. Это вот такой, то ли ошибка неопытного министра обороны, который без году неделя, то ли каким-то скажем, таким образом меняется какая-то стратегия коммуникации в этом вопросе. В общем, непонятно. Потому что выходить и врать людям, редко кто себе позволял, потому что, не говорю, что нехорошие люди, подонки там были до этого, но тем не менее. Министр обороны – это представитель исполнительной системы власти. Исполнительная. Его посадили в кресло, сказали, у нас есть каста неприкосновенных, это ТЦК, которые выполняют свою работу, которые являются гвардией Зеленского, которые, если что-то пойдет не так, они глотку перегрызут за Зеленского, потому что они понимают, что они связаны круговой порукой, и если конец Зеленскому, то конец им. И сказали, что их необходимо всячески хвалить. И Шмыгаль как раз в данной ситуации как раз и старается. В рамках тех директив, которые спущены ему из офиса президента. А почему украинский народ никак не может повлиять на это? А потому что украинский народ, как единая целостность, отсутствует. Есть большое количество, есть миллионы индивидов, которые между собой не связаны. И власть делает все возможное для того, чтобы эти миллионы оставались миллионами единиц, а не единым целым. Я просто смотрите, когда так говорят и так отзываются о народе, в этих же пленках НАБУ тоже якобы, мы не знаем, якобы говорилось об украинском народе и какие, так сказать, действия эротического характера с ним производят представители не украинской национальности, но украинской элиты, Минтич, там, Зеленский, присутствие Зеленского. Просто кажется, что
Вот это, кстати, такой очень важный философский вопрос. Ну, очень даже такой историо-философский. Кажется, что украинский народ сейчас из себя вообще ничего не представляет в плане единства. То есть там, где ему можно быть единым, ну, например, там, мочить русню в комментариях или на пляжах в Египте танцевать по 4 раза «Воины света» на глазах у русских, это он, конечно, да. Это вот завсегда, это объединение. А защитить себя, чтобы пацаны не гибли, убегая от ТЦКшников, не получали по печени и, ну, и так далее. Ну, и чтобы не врали в глаза. Получается, Нет, народ не может. вы же понимаете, защита гражданских прав вот, с точки зрения нынешней власти, защита права как украинцев как общности и каждого лично, каждого себя, это работа на врага. А вот выполнение инструкций, которые спускаются там, по вертикали, вот, следование определенным устанавливаемым правилам, это очень правильно, это патриотично. Вот так подходят сегодня к этой ситуации. Знаете, а в условиях народ, люди и так далее, вы знаете, вспоминается анекдот, немножко его перелицую, его еще с брежневских времен использовали. Условно говоря, президент решил посчитать всех людей. Старый анекдот. Президент решил посчитать всех людей. Выстроил их всех там, значит, в одну шеренгу. Ну вот, идет вдоль, каждый там представляется. Министр, так, замминистра, вот, советник министра, первый помощник министра, там, губернатор и так далее. И так каждый представляется, идет он этой длинной шеренги, подходит к одному, тут говорит, я слесарь. Он говорит, как слесарь? Ну, вот так слесарь. Вот он такой зовет председателя СБУ и говорит, так разберитесь, как этот человек попал, как этот слесарь попал в число людей. Вот приблизительно так у нас относятся сегодня к народу. Есть люди с точки зрения власти, вот те, которые важны, и есть остальные, для которых существует только обязанность, не существует права. И самое худшее то, что сложившийся новый общественный договор, который сложился после февраля 2022 года, подразумевает то, что вот низы, они толерантно относятся к этому процессу. Они могут возмущаться на кухнях, они могут сидеть там годами, не выходить из квартиры, потому что будут опасаться, что их поймает ТЦК и так далее. Но на какой-либо организованный протест или же на какие-либо формы там, противостояния, противодействия, критики, активной критики, они не способны. Украина банкрот? Ну, по-хорошему, скажем так, если следовать правилам экономики, законам экономики, уже давно банкрот. Но, знаете, это в данной ситуации Украина не подпадает под какие-то законы, которые действуют в мире экономики. Она живет вне этих законов. Просто я хочу просто понять этот парадокс. Понятное дело, что там может случиться так, что там условно все те, кто давал Украине деньги, выстроятся в очередь, британцы со 100-летним соглашением, американцы с этим инвестиционным фондом, всякие там держатели этих долговых обязательств тоже, да, то есть все вот Европа с кредитами, ну это как бы и будут там что-то требовать от Украины. А мы что делаем? Мы убираем монетку десюлик, 10 копеек, убираем. Пятаков уже нет давно, вывели из обращения. 1-2 копейки забыли, как это выглядит. Сейчас кучу денег стоит, коллекционеров. То есть, и смотрим в сторону России и ждем, пока у них все рухнет экономически. И молимся на вот эти там санкции Трампа. Говорят, вот Трамп молодец, сейчас как врубит 100% пошлины, как просядет Россия, как вот не станет у них там за что воевать. И мы тут начнем побеждать. Откуда это? Из пропаганды. Это один из элементов пропаганды. Вот. Вы понимаете, что еще в марте 1945 года значительная часть немцев верили в то, что сейчас вот будет разворот,
вот серьезные. Сейчас вот мы мобилизуемся, сейчас откинем и отбросим там и русских и так далее. А сейчас мы еще договоримся с американцами и британцами, пойдем на сепаратные там переговоры. Вот, то есть это даже верхушка. Немецкая верхушка в это верила. Гитлер до последнего верил в то, что сейчас вот пройдут переговоры там определенно, или же там смогут пройти переговоры с частью союзников, они перейдут на нашу сторону, вот, на сторону Германии, или же там сейчас генерал Венг сосредоточит мощный кулак и ударит в сторону Берлина, и все пойдет совсем по-другому. Он даже орден Спасителя Отечества там, разработал для Венка специально. То есть реалии таковы, что даже в самой сложной ситуации, вот, человек надеется на то, что может произойти чудо. Прецедент такой своеобразный, действительно важный. Во-первых, тут два таких момента, которые надо отметить. Момент первый – это когда глава Роскосмоса отправляется в Америку, и обсуждается судьба Международной космической станции, все говорят, типа, война войной, санкции санкциями, а космос у нас общий, что является, безусловной историей потепления. А второй момент, летит прям на самолете из России в Женеву Матвиенко. Все, конечно, украинские... Над Италией, но в обход Греции. Там многие заметили. Да, то есть, понимаете, в чем дело? И устраивают там демарш, потому что украинская сторона, они открыто, от нас ехала Кондратюк, которая там второй зам в парламенте от Батькивщины, женщина, она редко видна за тучным телом Стефанчука, редко ее там доставалось и порулить немножко парламентом, но иногда доставалось, когда все были заняты и там в буфете опохмелялись, а надо было, как говорится, задавать вопросы то ли правительству, там, то ли замам каким-то. Мы с ней учились практически в одно время, вот, и ее отец был моим руководителем дипломной работы, кстати. Вот, видите как. И вот она прямо сказала, что мы ходим по Женеве и устраиваем, подговариваем другие страны сделать демарш. Демарш сегодня сделали. Вышла Матвиенко, часть делегации встали и ушли. В знак протеста. Она говорит, это комариные укусы, в общем, клоунада. И выступила она там. Но сам факт ее появления там, это ведь тоже какие-то тектонические изменения, как вам кажется? Да. Учитывая влиятельность Валентины Матвиенко достаточно серьезная, даже то, что она возглавляет Верхнюю палату российского парламента, учитывая это, и учитывая ее бэкграунд политический, понятное дело, что появление фигуры такого рода в Женеве, вот, это уже как бы определенный звонок, сигнал, все что угодно. Что касается украинской делегации, абсолютно прогнозируемое поведение. Украинцы, когда сталкиваются с русскими, есть определенная директива, установка, будь то спортивные соревнования, будь то какие-либо политические, культурные мероприятия и так далее, всюду необходимо демонстрировать там, демарш, политику демарша. Вот это ничего необычного. Было много государств, которые которые находились в режиме конфронтации друг с другом, и у них было предписано, значит, вот когда встречаемся, значит, демарш. Вот Украина следует этой политике демарша. Это не изобретение госпожи Кондратюк. Это не изобретение, это просто определенное правило, которое сегодня обязательно фактически для всех чиновников, спортсменов, деятелей культуры, которые едут по официальной линии на то или иное мероприятие. Финальный вопрос нашей сегодняшней встречи. Туск сегодня показал там какой-то свой дрон, польский, разработанный, как он летает, в общем. И говорит о том, что есть перспектива в ближайшее время войну остановить. Такой положительный сигнал дал. Собственно, что, почему, как, не говорит. Но давайте так скомпонуем это. Поляки, в ближайшее время остановятся.
вот у нас есть дроны. Получается, что, по идее, в исторической перспективе новой фортецей, да, этим заслоном, европейским валом станет Польша. А мы где будем? Нет, ну, пока что Туск вот пытается послать сигнал внутрь Польши, что мы сильны как никогда, вот, что сейчас война остановится, потому что очень многих поляков пугали в последнее время информация о том, что Россия вот-вот вторгнется в Польшу. Вот-вот вторгнется. Сейчас Украина пойдет, и, возможно, где-то из Калининграда там, и прочее, из Балтийского моря вторгнется. Так вот, Туск посылает сигнал, что не будет никакой войны с Россией. Вот сейчас примиримся, снова будет Украина таким себе буфером, вот, и нам ничего не будет угрожать. А кроме всего прочего, видите, у нас есть беспилотник. Вот, показал чудо оружия. Как показала война Украины с Россией, чудо оружия нет сегодня ни у кого. Это не аргумент. Чудо оружия. Вот. Но вот что интересно, это ж Туск хочет сейчас развивать успех, который у него в последнее время появился у его партии. Коалиция обывательская, которая сегодня формирует правительство, является главной основой правительства Польши, она вот по последним социологическим данным вот чуть-чуть вырвалась вперед от своих конкурентов из «Права и справедливости». Вот, у коалиции 31,5%, вот, у «Права и справедливости» 28,5%. Вот. То есть и он хочет показать сейчас на этом фоне, еще закрепить этот успех, еще больше оторваться от ПиС. Я все-таки уточню по поводу как-то географии, да, то есть, а что будет на этих землях, на украинских, если там, например, Польша будет этим, скажем, заслоном? Сейчас вот в Молдавии такая же история очень интересная. Значит, там, оказывается, если Франция вмешивается в выборы, это хорошо. Ну, типа, это можно. Всем остальным нельзя. Ну и Санду выходит перед выборами там в Молдове, говорит, что позволено Юпитеру, да? Против меня, говорит, пенсионеры, Телеграм, короче, все там. И перечислила кучу этих. А кто за Санду? Получается, французы и румыны. Смотрите, основа электората Санду, вот, насколько я понимаю, это, во-первых, городское население в значительной части, вот, интеллигенция, вот, молодежь, очень много молодежи все-таки голосует за Санду. У Санду в активе те граждане, которые, кстати, что очень примечательно, в Молдове значительная часть граждан, вот, я сейчас не скажу какой процент, но очень высокий процент, не видят будущего для своих детей в Молдове. Угу. Не видят. Но что интересно, что эти люди, которые не видят свое будущее, они готовы голосовать за Санду. Почему? Потому что логика простая. Значит, дети уедут из страны, будут интегрироваться в Европейский Союз, а Санду, она же тоже за развитие отношений с Европейским Союзом. То есть вот такой подход. Еще один момент. Есть большое количество эмигрантов. Вот, большая диаспора, которая стабильно дает голоса в поддержку Санду. Помните последние президентские выборы в Молдове? Вот, в самой Молдове Санду проигрывала выборы. Вот, и тут вдруг включается эмигрантский ресурс, диаспора. И Санду становится победителем. Убедительно побеждает на выборах. Кстати, именно этот трюк хотел бы провернуть и Зеленский. Угу. Вот, тоже у нас большая диаспора, тоже очень сложно проследить за тем, кто и как голосует. Поэтому сейчас вопрос стоит для Санду следующим образом. Сколько процентов наберет ее партия ПАС в парламенте? В будущем парламенте, предстоящих через 2 месяца выборов, ну вот меньше уже даже, чем 2 месяца. Вот второй момент, с кем она сформирует коалицию, сформирует ли коалицию в парламенте. Вот. Так что эти два вопроса для нее очень важны. И понятное дело, что в этой ситуации для нее очень важно обвинить своих оппонентов в том, что они работают, значит, против нее, что против нее целые категории, что бросает Россия большие средства, и что это будет невиданное вмешательство в дела, внутренние дела Молдовы. Это работа не только на усиление позиций своей партии, но и работа на шельмование своих противников.
Вот это перестраховка перед возможным проигрышем, и это перестраховка на момент формирования коалиции в будущем парламенте, чтобы никто там не вильнул хвостом вдруг там и не проголосовал за того премьера, за кого не надо. Кость Бондаренко был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч. Друзья, напоминаю, телеграм-канал Костя Бондаренко. 1 августа стартует его курс очень интересный. Присоединяйтесь. Ставьте лайк этому видео обязательно и проверьте подписку на канал Александр Шелест. Потому что жалуется YouTube подлый и начинает сам брать и отписывать. Поэтому проверьте колокольчик, подписка и несколько добрых слов в комментарии, конечно, ждем. Берегите себя и друг друга. Добра и света.